Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о 3 удобрениях, которые я использую для того, чтобы листья у герани стали зелеными, и она активно и пышно росла. Обратите внимание на видео, где много очень зеленых черенков, которые активно и пышно растут, также цветут. Эти удобрения помогают увеличить образование именно зеленых листов. Также хочу обратить внимание, если листва уже пожелтела, то это необратимо. Такая листва уже завянет и опадет. Наша цель – мы вносим удобрения для того, чтобы стимулировать рост новой зеленой массы. Обратите внимание на кустик, он достаточно пышный, большой, и в нем очень много зеленой листвы. Ну а желтая листва, она, знаете, появляется от того, что листики отмирают, это естественный процесс бывает, и другие причины, о которых у меня на канале уже много сказано, я не буду повторяться. Также эти удобрения помогут стимулировать рост черенков, чтобы они активно и пышно выросли и потом начали активно цвести. И для того, чтобы стимулировать черенки, обратите внимание, чтобы у них была достаточно хорошая корневая. Без корневой у вас не получится никогда пышный кустик, зеленый кустик. Мощная большая корневая – это залог успеха большого мощного черенка и активного цветения. Поэтому сначала разберитесь с корнями, если у вас там все хорошо, мы начинаем стимулировать зеленую массу, чтобы растение активно начало выдавать именно новые зеленые листики. Нам понадобится литровая баночка или литровая бутылка. Наливаем обязательно отстойную воду, никакого хлорированной воды, обязательно отстойную. Берем аммиак. Его можно купить в аптеке, он стоит буквально копейки, не знаю, наверное, рублей 20. Открываем крышечку, берем дозатор. Нам понадобится 2 мл на 1 литр воды. Запомните, именно 2 мл на 1 литр воды, не больше. Можете меньше, но не больше. Ну и когда будете брать это удобрение, не нюхайте. Я наливаю в столовую ложку воды. Видите, это пол-столовой ложки, 2 мл. И если у вас нет дозатора, вы можете использовать столовую ложку. У меня столовая ложка стандартная, сделана по ГОСТу. Добавляем воду и хорошо перемешиваем. Обязательно запомните, такой раствор нельзя хранить, потому что азот – это летучее вещество, которое моментально испарится. То есть вы сделали раствор и поливаем. Можно поливать таким удобрением на сухую землю. Я всегда поливаю сухие черенки, потому что лучше не долить, чем залить растение. Второе удобрение. Наливаем снова в воду и берет гумат аммония. Мало кто знает, но это средство очень-очень эффективное и стимулирует аж на 40% скорость роста. Вы это заметите, не хуже стимулирует, чем аммиак. Аммиак – это азот. Гумат аммония тоже состоит из большого количества азота. Весь азот стимулирует у нас рост листовой массы. Нам понадобится 2 мл на 1 литр воды. Бутылочку обязательно надо заболтать, потому что гуматы, которые там содержатся, они оседают. Берем наш дозатор и отмеряем 2 мл. Меня спрашивали, откуда я беру этот шприц. Он мне достался от Нурофена. Такие шприцы я, по-моему, даже в садовом магазине раньше продавали. Можно взять обычный шприц из аптеки, не обязательно специальный. То есть наливаем наше средство в баночку. Оно достаточно концентрированное и достаточно рабочее. Это средство не только стимулирует зеленую массу, но также образование новых корней. Поэтому это как бы 2 в 1. И стимуляция корнеобразования, и стимуляция роста зеленой массы. Также берем и поливаем черенки по сухой земле. Само удобрение не концентрированное, оно слабенькое, но достаточно эффективное. Поэтому я всегда поливаю на сухую. Если поливать на мокрую землю, то у вас есть риск залить растение. И когда вы поливаете на мокрую землю, то концентрация удобрения падает, и эффект будет намного ниже, если вы будете лить на сухую землю.
А это достаточно слабые растворы, поэтому никакого негативной реакции не должно быть. Третье удобрение. Обратите внимание, что моя пеларгония Мария Луиза цветет, причем активно, у нее тут 5 цветоносов. Такое цветение достигается за счет того, что наращивается сначала большая зеленая масса, а потом из этой зеленой массы начинает стимулироваться рост цветоносов. И третье удобрение – это у нас глюкоза. Нам достаточно глюкозы 1 столовая ложечка на литр воды. Меньше не надо, больше тоже не надо. Это очень активно стимулирует рост именно листовой массы. Хочу напомнить, что это не азот, но работает и эффект у него такой же, как у азота. То есть стимуляция роста именно листовой массы. На корневую он не влияет, но листовая масса очень активно растет. Если глюкозу вы не покупаете, ее можно заменить на сахар. То есть 1 столовая ложка сахара на 1 литр воды. Эффект будет такой же. У меня вот осталась глюкоза от шиншилл. И я ей до сих пор вот ей пользуюсь иногда. То есть берем наш череночек, тоже сухой, и поливаем этим удобрением. Все эти удобрения мной испытаны не 1 год, и я вам ручаюсь, что они работают. Некоторые считают, что сахар вредит корневой системе. Чтобы ничего не вредило, не заливайте растения. Многие, когда чем-то удобряют, почему-то заливают этим удобрениями, у них потом все гниет. Самый лучший способ — это вот чуть-чуть добавить этого удобрения, чем залить растения. Поэтому все в меру, даже удобрения носите меру, не заливайте. Такие удобрения лучше вносить 1 раз в 2 недели, если вы активно стимулируете рост растения. Потому что это удобрение долгоиграющее, и эффект держится ровно 2 недели. Я замеряла, я весной проводила опыты на этих удобрениях, и ровно 2 недели идет активный рост листовой массы. Первые 3 дня вы, может, ничего не заметите, а к концу недели вы активно обратите внимание, что черенок стал в 2 раза больше. Именно вот такой достигается эффект таких удобрений. Стимуляция активного роста. Также листва у вас будет зеленая и очень хорошая. Листики будут большие, крепкие и хорошие. Когда масса у нас вырастет, мы весь азотные удобрения все убираем и начинаем стимуляцию активного цветения. Поэтому азот весь убирается и оставляется фосфор и калий. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда с вами Елена. Всем пока-пока.